Всем привет, ребят! Доброго времени суток! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет краткий гайд. Ну как краткий, мы подробно разберем именно класс Oracle, Белый Мудрец, говоря обычным языком, Full Heal, петов его и руны, какие нам нужны, что и как мы делаем. Смотрите, ребят, насчет касается навыков. В начальном этапе на день-два просто качаете то, что вам необходимо, какие-то данжи проходить, и по урону у вас вот эти 3 будут доступны скачать. Потом клетка откроется, потом вот этот навык. Так что не заморачивайтесь. Что касается, когда вы берете уже на 50 уровень профессию, Белый Мудрец, то есть у нас Full Heal. Будем разбирать персонажа только Full Heal. То есть максимально полезного для своего пати, максимально эффективного для лечения, максимально вытаскивающего своего пати с каких-то передряг в масс ПВП. То есть наш хил это умеет, в этой игре он актуальный. И в этой игре этот класс, если кто сомневается, либо хочет узнать, стоит ли играть, да, стоит. Понятное дело, это не для любителей, кто любит находиться в гуще событий и раздавать люлей, но замесы какие-то в пати или какие-то в войне, где командной вы деретесь, это хил очень решает. То есть обычно фокус делать на него, чтобы быстро убить. Но я вам скажу, быстро его убить не получится, если он правильно раскачан и он уже как-то чуть-чуть в жир вкачан. Вот. Ну, давайте мы разберем подробно, что касается нашего скилла. Смотрите. Нам нужны все обилки, все наши способности на хил. Это наши святые слова, которые по дефолту сразу в первую очередь мы получаем. Сейчас на данном этапе у этого персонажа 61 уровень. И 61 уровень у нас имеется 89 очков. 89 очков имеется, потому что на сервере у нас сейчас 62 уровень. Этот человек уровень свой не апает, а вкидывает, покупает за опыт очки навыков. Стоит ли это делать? Это дело каждого, но в каких-то ситуациях, да, это стоит. Допустим, вам апнутый этот левел ничего не даст, а лишние поинты для прокачки скиллов, они будут полезны для команды. Апаем, хил первый, хвалебную песнь тоже. Что первое делает? Восстанавливает количество ОЗ процентов от макс ОЗ цели. Для союзников, то есть это на союзников и на себя действует. Пассивка его усиливает. Вот эта способность, работает она таким образом, то что чем больше ФП потеряла цель, тем больше восстановит отхил. Вот этот. За каждые 5% ОЗ дополнительно увеличить количество восстановленных ОЗ на 5% за каждые 25% ОЗ, который теряет цель. Ну вот. Хорошая пассивка. Обязательно ее вкачиваем. Дальше у нас хвалебная песня. Распев на протяжении 3 секунд восстанавливает у союзников поблизости ОЗ равной магической атаке плюс процентом 12% макс ОЗ цели. Пассивка увеличивает эффективность нашего лечения. Вот. Ну, это самый ходовой скилл, это наш масс heal.
Так он выглядит. Так выглядит вот этот. Вот. То есть этот по области тикает, больше отхиливает. Это разовый такой. Дальше, что качаем? Обязательно качаем пассивку вот это на 10 сразу. Потому что эффективность лечения увеличивается на 16%. Не путать эффективность лечения, это имеется в виду здесь не только эффективность лечения, как вам сказать, эффективность лечения имеется в виду не только скиллов, которые вы прокачали, это вообще в общем. Неважно, там ваш пет лечит или вы там баночкой лечитесь, хиляетесь. Этот аспект вот, во всех направлениях работает. Дальше качаем мы вот эту вторую строчку. Хвалебная песень 2 называется, пассивки оба. Они усиливают нашу вот эту способность. Очень сильно бустят ее. Она нам дает щит, который может отразить урон. Вот. То есть его обязательно качаем. И пассивка наша дает опять-таки эффективность, увеличивает эффективность лечения именно вот хвалебной песни. Вот это. Обязательно качаем ее. И самое вкусное, самая наша, скажем так, защита, армор, самая интересная обилка, которую можем под этим щитом танковать, это щит. Щит обязательно качаем на максимум. Мы получаем снижение урона на максимальной раскачке 45%. Вот. И пассивка при трате энергии, вот этот взрыв щита, который наносит увеличенный урон. Вот. За счет дефа мы еще увеличиваем урон от скилла. То есть хорошая синергия, обязательно его брать. Если вы играете full хилом, то живучести этот скилл точно добавляет. Что касается нижних наших пассивок, ребят, вначале в них вкидываться тут в эту пассивку можно вкидываться, потому что хорошо, если раскачать ее, она нам дает неплохой буст по КД нашим навыкам. Грубо говоря, снижает КД наших навыков. Вот. А пассивка его дает нам именно восполнение единиц энергии. Вот. Потому что у нас пассивка нашего оракула это восстанавливает святую энергию при использовании обычных атак и навыков. Святая энергия используется для усиления определенных навыков. Чем больше накопить энергии, тем сильнее эффект. Эта пассивка работает, ребят, общая на класс. У всех персонажей, я вам скажу заранее, у всех персонажей пассивка не меняется с подклассом. Как она работает, как вообще ее понять, расшифровать вот эту механику. То есть, чем больше накопить энергии, тем сильнее эффект. Сейчас я вам покажу, ребят. Допустим, вы бьете с руки или обычными какими-то скиллами, навыками. Видите, у вас здесь шкала заполняется оранжевой полоской, желтой полоской. Вот. А это усиливает святая энергия называется. Что она дает? Допустим, после этого, смотрите внимательно за полоской, применяете хил или еще что. Видите, он тратится. И в тот момент, когда он у нас заряжен, он у нас есть, эта энергия, применение наших способностей будут давать эффект сильнее, чем без вот этого, без вот этой полоски. То есть энергия с этой
с этой энергией, святой энергией, мы получаем сильнее эффект лечения, урона, неважно, наших скиллов. Это вот так работает. Вот. Что касается прокачки скиллов, вот, обязательно вот эти два поинта берем. Берем пассивки обязательно, потому что усиливает хил, здесь щит дает и наша способность. Берем щит обязательно, все, сказал в принципе. И если это ПВЕ вариант, на зверей, куда-то в данжи, берете ангела, вкачиваете ангела. Можно единичку пассивку вкачать, чтобы он замедлял что-то. Вот. Ангел что делает? Мы призываем ангела в область, прыгает, наносит урон, бегает с нами и бьет. И бьет противника. При повторном нажатии также наносит урон повторно. Вот. Плюс у него есть такая особенность, при повторном использовании ангела телепортируется в указанную область, нанеся удар, также восстанавливает 25% ОЗ. Усиление энергии увеличивает урон от навыков до 30 при максимальной энергии. В случае ХП может восстановить. Вот. Пассивка его замедляет. Вот. Пассивку можно ПВЕ брать на одну единичку, можно и не брать. Это будет ваш вот такой билд. Фулл хила на ПВЕ. Вот. Остальные поинты можно вкидывать в ХП, чтобы живучесть себе поднять. Вот. Либо ХП атаку. Тут и то актуально. Можно ХП атаку, чтобы пользы больше было. Как поинтов чуть больше наберется, можете прокачать вот эти два поинта. Так, что это касается ПВЕ. Это было ПВЕ, ребят. Что касается ПВП, тут единственное меняется, смотрите, ребят. Тут меняется этот обязательно мы берем также все. Хил. Хил. Этот хил тоже берем. Пассивки все берем. И берем мы клетку обязательно. Клетку берем. Усиление клетки берем. Пассивка. Что это дает клетка? Клетка нам дает это хороший контроль с хорошей дистанцией. Кидаете сферу, она притягивает в области противников, держит. Своего рода такой контроль. Плюс у него хороший урон. Вот. И берете дальше все так же пассивки. Здесь, здесь. Щит берете, пассивку от щита, отражение, взрыв щита, усиление песни берете, эффективность лечения берете пассивку сюда, либо сюда. ПВП, если сильные противники, берете ОВ. Все, вот такой вариант. Это будет ПВП, командное ПВП билд. Где-то в ПВП, где вы будете в тиме 3 на 3 либо в башне где-то находиться, биться, либо где-то на войне. То есть вы будете помогать тиммейтам максимально. То есть у вас будет контроль с каким-то уроном и будет фул обилки на хил. 2 хила у вас будет и у вас будет щит. Вот, это самый оптимальный вариант. Если же следующий вариант. Вы сталкиваетесь в PvP 1 на 1, будь то арена или что-то другое. Но тут уже берете такой момент. Тут вы можете взять ангела. Можете взять клетку. Можете взять хил.
Здесь берем обязательно щит себе. Макс. С пассивкой. Обязательно берем пассивку усиления лечения. Берем пассивки хвалебную песню. Это на 60 уровне у вас должно поинтов хватить. Ну, плюс-минус в таком порядке. Имеете хороший контроль, хороший урон. И тут контроль и урон. Имеете хил хороший, имеете щит. Остальные поинты, если у вас будут лишние, можете в атаку его вкинуть. Также в дальнейшем, когда будет больше поинтов уже, когда вкачаны, можете вкинуть эти поинты вот сюда. 5 сюда качаете. Чтобы следующий качнуть, надо номер 1 качнуть. Хотя бы на 5, насколько я помню. Да. Качаете по кругу 1, 2, 3 сюда, чтобы покачать вот этот. Увеличивает урон, наносимый питомцами. У вас основной урон будет питомцами. Это тоже ваш питомец. Плюс у вас свои питомцы. Вот. И вы вкачиваете еще уже на высоких левелах, когда уже поинтов гораздо больше будете. Вкачиваете вот этот учитель питомцев. Он уменьшает время восстановления навыков питомцев. Ой, то есть питомцев. Вот. Это что касается соло каких-то PvP. В принципе, практически все. Можно с этим же билдом можно и PvE ходить. Допустим, здесь берете вместо щита, можете даже взять вот этот поинт по максимуму. Данж PvE какой-то, это если у вас это идет там обычные данжи снаряжение, либо у вас урон не хватает на рудники, можете взять. Плюс этот скилл очень быстро откатывается. Чаще вы его нажимаете, и вы себе восстанавливаете энергию. А энергия усиливает наши скиллы. То есть можете его взять за место него, либо его взять за место щита. То есть ошибка не будет тут. Самое основное направление он показал именно full хила. Два вот эти обязательно с пассивками на макс. Щит обязательно, вот эти поинты обязательно. И если мы для PvE берем ангела, если для PvP мы берем клетку. Если мы берем все соло, мы берем один хил, 2 скилла на урон контроль и берем щит. Все просто. Дальше по питомцам. По питомцам все просто. Все по дефолту. Берем на контроль питомца. Данной вариации человек играет через фантома. Он ситуативный, чуть-чуть, скажем так, требует исполнения руками, потому что он не станет, он как-то стягивает, но он очень интересный персонаж. Ну, питомец, можно на нем что-то делать хорошее, интересное. Циклон самый, скажем так, дефолтный, но самый актуальный на первых порах и на поздней стадии игры очень крутой за счет своей пассивки и за счет своего скилла. Ну и панда, то есть панда тоже неплохой, хороший стан по области, урон. Тоже у него пассивка есть, дополнительный урон хороший. Вот эти вариации. Насчет кто второго брать, наш пиродракон на урон обязательно, если урон нужен. Самый оптимальный вариант. Спиродракон, да, можно. Если нету пиродракона на первых порах, можете бегать с нагой алой. Если у вас есть донат, вы хотите задонатить, у вас есть ресурсы, вы будете донатить. Ангел тоже хорошо подойдет вам.
как и питомец урон, как и контроль. Допустим, вместо вот этого циклона, фантома или вот этого мастера панда. Ну, а третьим мы берем вот мишку. Это на защиту у нас идет. Земля. Вот. Бронированный медведь. Она дает щит хороший и дает отражение атаки. То есть вас бьют, вы отражаете часть атаки от этого. Входящий урон в щит 50% этого вы возвращаете противнику, то есть отражает. Хороший питомец на деф, не только хилам, но хилу тоже хорошо зайдет. Также можно рассмотреть дух природы для каких-то ПВП. Можно его и вместо пира дракона взять, использовать его как два питомца на защиту. Он дает нам неуязвимость на 5 секунд. Мы становимся неподконтрольными. Ну, сопротивление контролю до максимума 5 секунд. И он нас отхиливает. И отхиливает он наше хп не постепенно, а залпом определенное количество. Причем прилично отхиливает. Вот. Альтернатива Мишки есть Заяц такой. Их отличие то, что Заяц дает чуть-чуть больше щита. Точно такой же щит, но чуть больше в общей сложности. И Заяц замедляет в области вокруг персонажа цели. А медведь отражает урон. То есть тут уже выбор, что вам нужно, замедлять или урон отражать. Я думаю, что отражать урон, либо чуть больше щита, но замедлять цели, которые рядом с вами. Ну, тут уже смотрите. И тот вариант хорошо подойдет. Также, если вам на пати, вы играете в пати и вам не хватает хила не только в пати и самому, можете дополнительно взять шорстку. Мягкая шерстка. Помимо хила он еще дает баф на урон. Так что такой вариант. Ну, в пассивных тут смотрите, какие петы вам больше статов дают, вам нужных. Эмблемы, все просто. Эмблемы смотрите по навыкам, по статам, которые вам нужны, вашему персонажу. Вашему персонажу нужны статы, допустим, если вот эти телосложения. Вам нужна стойкость, интеллект, такое. Телосложение тоже пойдет. Но лучше выбирать навыки, которые дают какие-то обилки, способности пассивные, либо усиливают вашего питомца в каких-то моментах, либо дают там способности. Тут уже смотрите сами, какие способности. Это увеличивает количество ОЗ на уровень питомца. Это вообще ни к чему. Вот. Что касается по рунам, ребят. Руны. Руны нам... руны есть по сетам. Способности есть, видите, нажимаете руну, глазик у вас открывается, и здесь приписка есть способность набора shape. Нажимаете, вы видите, собрав, допустим, с таким навыком 3 руны, активировав, вы получаете вот такие статы. 10% отразить урон. Что нужно хилу? Нам хорошо подойдет и шип, и океан. Океан мы снижаем, получаем урон, а шип мы отражаем, получаем урон. Также там есть и летучая мышь. Что он дает? Нам дает он вампиризм от нанесенного урона. По статам смотрите, нам нужно стойкость, телосложение, хп, снижение урона, снижение крит урона. Это что касается защитных рун. Мина хорошо зайдет, да. Панда хорошо нам подойдет. Потом нам ночной страж тоже хорошо подойдет. До той поры, пока у вас не появятся руны со звездами. Там уже тоже смотрите альтернативу, чтобы такие статы были. Что касается
рун на урон, там вы смотрите, чтобы у вас был, сейчас вам скажу, секунду, сет руны, чтобы у вас был вот, охота на демонов, потому что мы бьем магией, атака игнорирует 15% магической защиты цели. То есть нам обязательно. И можете взять штурм. Вот, штурм, сейчас вам скажу. Где я его видел? Он дает по области, вот, эффект увеличения урон, который наносит всем целям. То есть вы урон усиливается, который наносится всем целям. То есть массовые скиллы. Это самые необходимые, скажем, навыки, куда вам надо стремиться. Видите, здесь есть список статов. Когда вы делаете очистку, у вас в этом списке вы должны поймать вот этот навык. Вам нужный навык. Вот эта приписка. Вот так будет написано. Вместо стата вот будет. И тогда вы его оставляете, сохраняете себе в очистке и собираете следующую руну. Также не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Одинаковые руны вы можете только 2 сделать. Соответственно, вы делаете этот сет, пока у вас 3 одинаковых набора не будет. И у вас тогда активируется вот этот пассивный навык. Они очень сильно вас усиливают, ребят. Так что обратите на это внимание. И насчет руны не стоит пренебрегать ими. На них стоит обратить внимание. Вот, потому что затраченное время и ресурсы, они прям сполна, это все вам, как бы сказать, вернут. То есть вы на самом деле ощутите, что есть разница, то, что вы с этими пассивками или просто с пустыми рунами. Да, вам руны будут какие-то дефолтные статы давать, неплохие, но те пассивные навыки, которые даются при сборе вот этих, они очень сильные. Их надо делать. Что касается рун. Что касается статов наших, это наш атрибут основной, это стойкость, потому что мы получаем дополнительно 40 очков эффективности лечения за каждые 20 очков стойкости. Наши статы это стойкость, телосложение, интеллект. Ну, потом уже можно и ловкость, сила, вот такое. Обязательно следите за статами, чтобы сильно не проседали, были сбалансированы. ХП тоже нам очень важно, потому что мы должны жить. Чем дольше мы живем, тем дольше живет наша пати. Вот, так что, в принципе, вот так. Вот. Вроде бы ничего не забыл. Так, ладно, ребят, на этом я завершаю запись видео. Всем желаю добра, удачных каток. Подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно комментируйте, пишите, что бы вы хотели увидеть, какие ролики, какие у вас вопросы возникают. Для меня это очень важно, чтобы обратная связь была. Так что, ребята, буду рад, благодарен. Всем пока.